Дорогие друзья, всем привет! Мы до сих пор на Пхукете, и сегодня будет обзор уникального отеля на пляже Майкхао. Это Splash Beach. Погнали смотреть! Ну и, конечно же, обзор номера в отеле Splash. В целом очень просторный, симпатичный номер, приятный запах, есть балкон. Также есть водичка, чайные принадлежности и достаточно просторный балкон. Такой балкончик у нас. Кстати, очень классный вид. Здесь будет тихо, спокойно. Никакого шума от аквапарка здесь у нас не будет. Ну а мы отправляемся на завтрак в отеле Splash Resort на Майкхао. И сейчас покажу вам, где проходят завтраки и какой выбор блюд для наших дорогих гостей. Пока идем к завтраку, покажу вам красивую территорию отеля. Так выглядят со стороны корпуса. Есть небольшая лагуна. И сейчас мы направляемся к одному из ресторанов для завтрака. Их всего два. Один расположен примерно в середине территории. От корпусов можно от основных буквально там за пару минут дойти до этого ресторана. И также есть еще один ресторан. Он расположен прямо на берегу с очень красивым видом. Туда идти немножко подольше, минут, наверное, 8-10. Либо можно доехать на багги. Видите, красивая зеленая территория. И сейчас мы подходим с вами к одному из ресторанов. И я вам покажу выбор блюд. Симпатичный ресторан. Здесь при входе спросят номер вашей комнаты обязательно. Смотрите, можно также покушать на террасе отеля, на открытой летней. И можно покушать в помещении. Здесь линия раздачи на улице. Получается, здесь у нас что? Ветчина, здесь сосиски, тут у нас макароны. И здесь фасоль, получается, в томате. Очень удобно, кстати, что на улице тоже есть шведский стол. Ну, не основное, конечно, но тем не менее что-то здесь тоже есть. Также можно зайти внутрь. Так, здесь у нас рис. Тут здесь рис с овощами. Чикен карри, курица в соусе карри. И здесь тушеные овощи. Ну и давайте зайдем с вами в помещение. Там уже у нас представлена и зелень, и выпечка. Так выглядит основной ресторан. Смотрите, по поводу супов. Получается, что у нас здесь? Здесь идет у нас молочная каша. Есть два вида супа. Не буду подходить, просто у нас проходит сейчас конференция, очень много людей. И чтобы не смущать туристов, не буду снимать. Посмотрите, здесь напитки. Сейчас, что смогу, то покажу. Жареные, получается, у нас яички. Здесь идет повтор, что представлено на улице. Рис, овощи. Естественно, хлеб, выпечка. Здесь, кстати, тоже супчики классные представлены. Типа вьетнамского фуго с различными добавочками. Ну и, конечно же, фрукты и зелень. Ну, в целом, очень хороший завтрак. Всем желаю приятного аппетита, хорошего дня. Мы побежали завтракать. Ну а сейчас, друзья, мы с вами прогуляемся по территории отеля и дойдем до пляжа. Мы вышли, получается, с главного ресторана, где проходят завтраки, и направляемся в сторону моря. Вообще, расскажу про территорию отеля. Она достаточно большая. Несколько корпусов на территории расположены. И вообще территория вся прям очень зеленая, красивая. И когда мы с вами идем до моря, практически везде есть тенечек, чтобы на гости не ходили под палящим солнцем. Также по территории отеля, это очень важный момент, то есть не каждый турист
ну, если с коляской, либо если пожилые люди, кому-то тяжеловато будет пешком ходить от корпусов, особенно если они дальние и расположены около ресепшн. Ну, идти буквально, наверное, минут 8, в принципе, недалеко, но когда очень жарко, может быть тяжеловато. Поэтому для этого ездят по территории отеля багги, бесплатные. Вот, пожалуйста, проезжает. Вы можете заказать их по телефону из своего номера на ресепшн, либо, как правило, они постоянно курсируют, их можно остановить и доехать до нужной вам локации. Вот так со стороны выглядят корпуса. Здесь тоже такой важный момент. Есть номера, друзья, без балконов, но при бронировании мы обязательно это учитываем. Мы рассказываем нашим туристам, какая разница в цене есть по номерам. Также здесь есть... Мы живем в обычных номерах, есть сьюты, то есть номера больше по квадратам. Также есть виллы. Так, сейчас не увидим самолетик. Еще, конечно же, чем отличается вообще это место, и многие туристы бронируют этот отель для того, чтобы видеть, как садятся и взлетают самолеты. На самом деле зрелище очень классное. Конечно, есть туристы, которым не подойдет такой формат, то, что здесь постоянно летают самолеты, кто-то этого боится, но на самом деле, для меня лично это кайф. Попробую вам обязательно снять. Из некоторых корпусов, знаю, из номера 6 корпуса, там прям гости отеля могут наслаждаться этими видами прямо с балкона. С нашего балкона, к сожалению, это не видно, но можно буквально дойти до пляжа, пройти в сторону, там, не знаю, минут 5 влево, и там как раз можно сделать очень крутые фото, которые вы наверняка видели в интернете, в Инстаграме, фото с садящимися самолетами. Ну, в общем, мы продолжаем свою прогулку до моря. Посмотрите, какая красота меня окружает. Территория действительно очень-очень ухоженная, красивая. То есть здесь есть где прогуляться. Очень удобно с коляской. Здесь нет, то есть местность равнина, никаких гор, никаких ступенек, ничего нет. Ровные дорожки, по которым достаточно удобно перемещаться с детками. Отель в любом случае больше подойдет, конечно, для семейного отдыха, так как место тихое, спокойное, уединенное. Опять же, аквапарк, первая линия. Также здесь есть детский мини-клуб. То есть для молодежи здесь, конечно, возможно, будет скучновато, потому что здесь прям такой очень спокойный, размеренный отдых. Опять же, кто хочет тишины и уединения, пляж Майкао, на мой взгляд, идеально подходит для такого отдыха. И вот мы с вами уже дошли до моря. Вот здесь можно брать пляжные полотенчики. Покажу вам зоны бассейнов. Они очень удобно расположены прямо перед самым пляжем. Вот, посмотрите. Здесь есть детский бассейн. Классный такой бассейн получается для взрослых. Шезлонги, зонтики, все это, естественно, бесплатно. И такой, можно сказать, инфинити бассейн с видом на море. Также есть души, как вы можете видеть. По левую, извиняюсь, сторону у нас расположен бар. Вечером здесь красивая подсветка, играет музычка, то есть здесь можно выпить вкусные коктейли, напитки и так далее. И прямо перед нами открывается это второй ресторан, про который я вам говорила. Здесь также проходят обеды, ужины, можно покушать. И бар. Бар уже, кстати, да, работает. Чем мне нравится пляж Майкао, посмотрите, здесь, можно сказать, сосновая роща прямо на берегу моря. И очень легко найти себе тенечек и спрятаться от знойной жары. То есть, смотрите, здесь все, никаких дорог. Между пляжем и отелем нет. Вот эта вот маленькая дорожка, но здесь курсируют багги. И от отеля, друзья, буквально вот там 3 минуты на багги возят туристов на красивую локацию, где можно сделать фото с садящимися самолетами. Пляж на море, можно сказать, штиль. Многие туристы просто спрашивают, какая сейчас погода, какое море. Вот, посмотрите, прекрасное море. Прекрасное море, детки купаются, все замечательно.
И вот туда дальше, туда-туда можно дойти и сделать красивые, классные фото с самолетами. Ну, попробуем постоять немножко, подождать. Может быть, мы все-таки увидим. Потому что на самом деле здесь каждые 10-15 минут взлетают, садятся самолеты. Словить его не составит никакого труда. Пляж здесь, конечно же, песчаный. Пляж называется, еще раз повторюсь, Майкхао. Можно прогуливаться вправо, влево, бесконечно длинный, красивый пляж. Смотрите, зона здесь заповедная, поэтому обращаю ваше внимание. Прямо на песке не стоят шезлонги, это просто запрещено. Поэтому все шезлонги стоят на территории отеля около бассейна. Но здесь буквально 2 минутки, и вы уже дошли. Посмотрите, нам повезло. Сейчас мы с вами снимем самолетик. Так, еще достанем телефончик, чтобы снимать со всех ракурсов. Ну, давайте подойдем к морю, покажу вам, какой вход. Прекрасный вход, прекрасное море. По пляжу Майкхао никогда у нас у туристов нет никаких претензий, замечаний. Смотрите, вот единственное, что здесь какой момент нужно учитывать. Есть пляжи, да, где очень-очень пологий вход, да, в море. Это, ну, например, Ката. Многие на Кате отдыхали. А здесь не так. Здесь глубина, не могу сказать, что прям сразу наступает, но здесь такой, типа, наверное, как на Короне. Поэтому нужно это учитывать. Если совсем малыши, ну, в принципе, вот, пожалуйста, прям на самом бережку можно спокойно купаться и не переживать за своего ребенка. Вот такая вот, друзья, пляжная зона в отеле Splash. Но я сейчас хочу зайти на территорию аквапарка. Сниму его так со стороны, пока иду. На самом деле горок очень много. И для взрослых, и для детей. Также здесь есть, посмотрите, карусельки для деток. С этой стороны здесь даже есть мини-маркет с купальниками, с пляжными атрибутами. Сейчас прогуляемся, я вам все покажу. Здесь такой фонтанчик для деток. Смотрите, что касается входа, друзья, для гостей отеля вход бесплатный в течение, в неограниченном, так сказать, количестве. Можно выходить, заходить, все это будет бесплатно. Для гостей, которые приезжают с других отелей, вход для взрослого туриста 1450 бат. Для детей 50% скидочка идет от этой стоимости. И дети идут до 12 лет, с 5 до 12. До 5 лет дети бесплатно находятся на территории аквапарка. Посмотрите, какая у нас туча надвигается. Я сейчас быстренько пробегу, пока все тут не отключили до дождя. И хочу вам снять. Вот эта зона, получается, у нас идет для самых маленьких. Посмотрите, здесь мелко. Хороший такой вход. Здесь, получается, тоже для самых маленьких. Горочки различные. Надеюсь, вам будет при таком свете видно. Ну, конечно, не так, как при солнечном, но, тем не менее, работаем с тем, что есть. Здесь на территории вы можете перекусить за дополнительную плату. Здесь достаточное количество шезлонгов, чтобы родителям... начинается какой ветер. Такие здесь пушки стоят прикольные. Так, двигаемся дальше по территории. Вот, получается, здесь расположен фудкорт, где можно покушать. Достаточно такой большой. То есть, еще раз повторю, здесь, в этом аквапарке, могут находиться не только гости отеля Splash, также могут туристы приезжать с разных пляжей, с разных отелей и наслаждаться аквапарком. Здесь, как вы можете видеть, уже горочки посерьезней. Уже и для взрослых, и для деток постарше. Здесь вот тоже
А здесь получается бассейн и бар прикольный. Вот собирают уже зонтики, потому что надвигается сильный ветер. И сейчас, я думаю, в ближайшее время будет уже дождь. Так, смогу ли я здесь пройти? Сейчас посмотрим. Ага. Здесь у нас получается... Нет, пройти я не смогу. Здесь, смотрите, прикольная ленивая речка. Кто любит, кто не любит экстрим. Ну и получается, вот вдалеке вы видите грибок. Там тоже детский бассейн. И здесь получается вот большие горки. То есть аквапарк на самом деле достаточно классный. Горки на любой вкус, цвет и возраст. Так что вот так вот, друзья. Такой вот аквапарк в отеле Splash. Ну и как всегда подведем итоги. Отель на самом деле очень даже достойный, со своим рядом преимуществ, о которых я уже рассказала в этом видео. Я рекомендую рассматривать этот вариант размещения в первую очередь с семьями с детьми, потому что на территории есть огромный классный аквапарк, первая линия, хороший пляж, тихий, спокойный семейный отдых. Для тех, кому нужны будет максимальная инфраструктура, тусовки, вечеринки, это, конечно же, не сюда. И, кстати, еще не упомянула в видео про кафе, аптеки рядом с отелем. Друзья, это все есть, не в огромном количестве, но при выходе из отеля Splash налево-направо вы увидите ряд кафе, ресторанчиков, фруктовые лавочки, можете там также приобрести себе шейки, ну и самые необходимые вещи, которые нужны для отдыха. Если у вас остались вопросы по этому отелю, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу на них. И обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, потому что в ближайшее время выйдет еще ряд интересных видео про Таиланд.